BYD выходит на европейский рынок, а теперь активно на немецкий. И с этой моделью BYD Seal 6 Touring они хотят попасть точно в немецкие потребности. Универсал с большим запасом хода. Обещает до 1500 километров. Примерно 900 миль. Посмотрим, реально ли это с такой гибридной системой, где бензиновый мотор подзаряжает батарею. И вообще смогут ли они закрепиться в Германии. С вами Томас Авточувство. 4К полный экран без купюр. Поехали. BYD Seal 6 Touring. Спереди округлые линии, все вылизано по аэродинамике. Дневные ходовые огни и интересная форма поворотников. Цвет фирменный синий, в духе всей линейки Seal. Диски 17 или 18 дюймов. Здесь стоят большие в черном исполнении. Смотрятся очень уместно. А вот и кузов универсал, тот самый Touring. Есть и седан для других рынков, но Германия страна комби. Так здесь называют универсалы. Так что именно Touring и выходит на этот рынок. DMI – это гибридная система. Батарея плюс бензиновый мотор, который подзаряжает батарею и дает запас хода. Скоро расскажу подробнее. Сзади сплошная световая полоса, современно. Вот кнопка, чтобы открыть пятую дверь. Настоящий комби-опыт. И шильдик DMI прямо здесь. А про систему мы еще поговорим, когда заглянем под капот. Профиль, длина 4,84 метра. Около 191 дюйма. То есть машина уже довольно крупная. Интересно. Я бы не стал относить ее напрямую к чисто электромобилям. Скорее это конкурент Skoda Octavia Комби или Volkswagen Passat Комби. Популярны в Германии универсалов для дальних поездок. А вот и силовая установка. Здесь стоит 1,5-литровый бензиновый двигатель. И в большинстве случаев он работает только как генератор. Есть две версии с батареей 10 кВч LFP и вот это 19 кВч LFP. То есть старшая и более комфортная. У нее, например, стоят крупнее колеса. В итоге получаем комбинацию. Запас хода на электротяге, в зависимости от расхода, мы это еще проверим. Плюс 65-литровый бак, из которого мотор питает генератор. В сумме обещает около 1500 километров хода. Интересная концепция. Китайские бренды активно продвигают эту концепцию. Еще и потому, что такие гибриды не попадают под пошлины ЕС на китайские электромобили. За чистые электромобили они платят больше, а вот за этот нет. Так что чуть позже поговорим и о цене. Она также обещает быть очень привлекательной. Это их еще одно преимущество. Капот изнутри хорошо изолирован. На трассе тише, меньше вибраций. Посмотрим, сколько топлива и электричества реально будет расходовать. Это, конечно, важный момент. И, кстати, здесь всегда передний привод. Разгон 8,5 секунды у этой версии, 8,9 у версии с меньшей батареей. А вот топливный бак одинаковый для обеих. И еще одна интересная деталь. В некоторых режимах двигатель может напрямую подключаться к колесам. Так происходит, когда сильно жмешь на газ, например, на автобане при активном разгоне в течение нескольких секунд. А если ехать в чисто электрическом режиме и нажать на газ на низкой скорости, то машина может оставаться электромобилем. Зависит от условий. Кстати, в меню можно задать, до какого уровня держать заряд батареи. Например, выставить 50%, и тогда генератор включится раньше. Так что все зависит от ситуации и вашего стиля езды. С другой стороны, заливная горловина топлива. Здесь стоит обычная зарядка мощностью 6,6 кВт. У версии с меньшей батареей 3,3 кВт и без быстрой зарядки. А вот эта с батареей на 19 кВч LFP уже имеется быстрая зарядка, но всего на 26 кВт. Так что это не вариант для скоростной подзарядки, да и батарея небольшая. Смысл простой. Приехал домой, поставил на зарядку и все. А теперь ключ. Переходим к салону. Ручки двери открываются по кнопке, а затем привычно подаются на себя. Послушаем звук закрывания двери. Очень добротный. И сзади. Нравится.
Зазоры по кузову тоже ровные. Внутри двери мягкий пластик сверху, аккуратный дизайн. Ручки изнутри простые, но удобные. Классические кнопки для стеклоподъемников и регулировки зеркал. Все интуитивно, без тач-перегрузки. Обивки из войлока тут нет, но для этой цены вполне нормально. Кстати, лючок бензобака открывается только с водительской двери. А вот интересная деталь. Коврики. Они вроде все погодные, но при этом мягкие. Такое редко встретишь. На ощупь мягкие, а выглядят как резиновые, все погодные. Забавно. На руле, пожалуй, многовато глянца. Но хорошо, что кнопки здесь обычные, физические, мне это нравится. И да, интерьер полностью без материалов животного происхождения. И руль, и сиденье. Обивка перфорированная, эко-кожа, высокого качества. Честно, выглядит и ощущается премиально. Есть вентиляция сидений, и при этом версия не самая дорогая. Приятно. Кстати, присмотритесь к дизайну сидений. Он почти один в один, как у BMW 5 серии, G30 или G31 с сиденьями Sensatec. Очень похоже, правда? Теперь давайте присядем. Мой рост 1,89 м, 6 футов 2 дюйма, и места над головой хватает. Здесь панорамная крыша со шторкой для жарких дней. И это не просто стеклянная панель. Люк реально открывается, что сегодня редкость. К тому же он большой, с хорошим проемом. Руль регулируется вручную, по высоте и вылету. Мог бы двигаться чуть плавнее, честно говоря, немного туговато. Рычаг выбора передач справа на рулевой колонке по-мерседесовски. С педалями тут интересный момент. Место вроде большое, но если у вас большие ноги, как у меня, то между газом и тормозом немного тесно. Иногда нога реально упирается. И, честно говоря, это уже вопрос безопасности. Я попросил ребят с меньшим размером: сядьте, попробуйте. Они говорят: да нет, все нормально. Так что, похоже, все зависит от размера ноги. Но и для европейского рынка это точно стоит подправить. У нас немало водителей с крупной обувью. У меня, например, 47,5 размер. Какой-то в американском А 13, 14 или 11. Думаю, где-то 11 или 12. Может, кто подскажет. Ну да, 14 это уже Майкл Джордан, наверное. В общем, если нога поменьше, проблем не будет. Но все же стоит учесть этот момент, если хотят подстроиться под Европу. Кстати, козырек здесь с мягкой обивкой, приятно на ощупь, но выдвинуть его нельзя, чтобы закрыть солнце сбоку, жаль, могли бы добавить. А вот первое впечатление по качеству в целом хорошее, материал аккуратный, сборка добротная. Сами сиденья удобные, но нижняя часть могла бы быть чуть мягче. Верх очень комфортный, а вот снизу хотелось бы такой же плюшевости. А вот и кокпит BYD Seal 6. Интересно, что тут бывает два размера экранов. В этой версии 13 дюймов, а в другой 15 дюймов. Функционально все то же самое, только экран чуть больше, и все. Общее впечатление – чистый, аккуратный интерьер. Мне нравится, как здесь сочетают материалы. Немного ткани, мягкая подсветка. А ниже вставки с текстурой, похожей на неопрен. И, конечно, классический бардачок на месте. Я уже говорил про сиденье. И, кстати, здесь Isofix есть даже на месте переднего пассажира. Вообще все, что видишь и трогаешь, выполнено аккуратно. Тот же материал, похожий на неопрен, приятный на ощупь. Иногда я критикую непремиальные бренды за то, что подлокотник шатается или плохо закреплен. А здесь все надежно, ничего не люфтит. Плюс под ним много места для хранения, и это реально удобно. Подстаканники с 4-точечным зажимом, бутылки держат плотно, не болтаются. И есть крутилки, например, для выбора режима движения и кнопка старт-стоп. Здесь же можно переключаться между режимом электромобиля и гибридным режимом. Индукционная зарядка, как у Tesla, площадка отделана микрофиброй и даже с вентиляцией. Мощность до 50 Вт, но работает только левая сторона. В целом все сделано очень добротно. Ощущение, будто сидишь в премиальном автомобиле. Хотя по цене это совсем не премиум сегмент.
Но есть момент. В салоне чувствуется химический запах. Пробег всего 1385 километров, буквально 1 бак топлива. Так что, возможно, запах выветрится. Но над этим стоит поработать, потому что все, что видишь и трогаешь, на самом деле отличного уровня. То же самое панель, материалы, подгонка. Большой экран, если честно, не обязателен. И с этим 13-дюймовым все смотрится гармонично. А перед глазами небольшая цифровая приборная панель. И еще один момент, над которым стоит поработать – программное обеспечение. Сейчас здесь ранняя версия софта, и обновление приходит по воздуху, как говорится. Например, при переключении режимов движения сейчас визуализация работает нормально, но раньше бывало, что анимация просто не отображалась. И все эти сигналы, звуки и напоминания во время езды – это тоже стоит доработать. Производитель обещает, что с обновлениями по воздуху все это постепенно поправят по мере выхода машины на рынок. Теперь климатическая система. Раньше у BYD встречались решения попроще. А здесь управление вынесли на экран. Можно пользоваться сенсорными кнопками, а можно фирменным приемом BYD. Провести 3 пальцами по экрану вверх или вниз. И так менять температуру. Удобно, но нужно привыкнуть. Единственная система немного ошибается с температурой. Если выставить 22 градуса, в салоне ощущается как 24-25. То есть воздух чуть холоднее, чем показывает. Наверное, дело в калибровке, но заметно. Но, пожалуй, самое впечатляющее здесь то, как все выглядит и ощущается по премиальному, хотя по цене это далеко не премиум класс. Сижу я довольно высоко и в целом удобно. Но потолок близко. Запас по высоте головы есть. Но если выпрямиться, уже на грани. Так что видно, для высоких водителей машина не идеальна. С моим ростом я все еще помещаюсь. Но явно не был основной целевой аудиторией. Теперь главный экран мультимедиа. Когда открываешь меню климата, можно, например, включить вентиляцию сидений, хотя делать это на ходу не очень удобно. Нужно несколько нажатий, не все с первого раза. Вот главное меню, здесь есть Apple CarPlay и Android Auto. Все работает привычно. Так выглядит CarPlay, а это снова домашний экран. Основные настройки собраны в одном месте. Есть и меню энергии, интересная штука. Здесь можно указать, какой процент заряда батареи сохранять, чтобы всегда иметь запас на электрический буст. Правда, это зависит от того, как часто вы подзаряжаете машину. Также есть индикатор расхода энергии и прочая статистика. На заднем ряду все выглядит аккуратно. Сверху мягкий пластик, ниже снова этот материал, похожий на неопрен, приятный на ощупь. Обивки на внутренней части дверей нет, но за эту цену нормально простительно. Изофикс снаружи, крепление можно легко открыть. Сами сиденья из той же качественной эко-кожи, что и спереди. Материал хороший, но в нижней части подушки не хватает мягкости. Верх приятный, а вот хотелось бы чуть больше пены. Подлокотник складывается, и у него резиновые вставки, чтобы бутылки не скользили. Есть и лючок для лыж, можно при желании открыть. Пол здесь низкий и ровный, 2 USB-C порта для зарядки. Теперь по пространству. Если переднее сиденье стоит в самом нижнем положении, то ноги под него не засунешь. Мне, например, не хватает места по длине. Да, кажется, эта машина недолюбливает людей с длинными ногами. Я понял, в чем фишка. Зато по коленям немного места остается. А из-за того, что батарея в полу, пол приподнят, и посадка получается под другим углом. По высоте нормально, даже для высоких. Но видно, что акцент здесь сделан на багажник, а не на простор второго ряда. А теперь багажник. Для немцев комби-кофе-раум – вещь священная. И здесь он на уровне. 500 литров объема. Верхняя шторка без направляющих по бокам. Но чемодан встает даже вертикально, так что использовать удобно. Ширина около метра, примерно 40 дюймов. Длина почти 1 метр 10 сантиметров. Около 42 дюймов.
Под фальшполом места немного, только набор для ремонта колес и мелочи. Высота – важный параметр. 68 см, около 27 дюймов. Спинки задних сидений можно сложить прямо отсюда, дистанционно удобно. Кстати, средний подголовник не опускается, интересное решение. Есть и лючок для длинных предметов, а в сложенном виде длина получается почти 1,85 метра. То есть почти от борта до борта линейкой можно измерить. Места хватает с запасом. Причем пол можно установить в нижнее положение, и тогда высота увеличивается до 76 см. Так что грузить удобно даже крупные вещи. Тест-драйв BYD Seal Touring. Эта модель – ключевая ставка BYD на немецком рынке. Так что начнем по-немецки с автобана. Стартуем в режиме электромобиля, то есть только на батарее. Разгон с 65 км в час. Поехали. 100, 120, 140, 150. Хватит, думаю. Может, заметили, даже если начинаем в электрическом режиме, при полном нажатии на газ, система переходит в гибридный, включает генератор. Интересно. Шум ветра вполне приемлемый, зато шум от шин снизу немного больше. Скорость 130-140 км в час, примерно 70-80 миль в час. Делаем перестроение, стабильное, без раскачки. Подвеска мягкая, но не ватная. Хороший баланс. Руль отзывчивый с нормальным усилием. Что скажешь по шуму? Немного громковато. Со стороны пассажира? Да, именно. Ну да, начиная где-то со 130 и выше. И да, слышали? Система снова что-то бурчит. Следите за дорогой, руки на руле и так далее. Хотя я уже отключил половину ассистентов, но все равно постоянные сигналы и предупреждения. Тем не менее, на автобане чувствуешь себя уверенно. Хотя да, после 140 км в час становится заметно громче. Ветер усиливается, слышно с боков. По подвеске и рулевому все в порядке. Даже на высокой скорости машина остается стабильной. Просто шум ветра на больших скоростях, да, ощутимый. Перестроение без проблем. Машина идет ровно, и, честно говоря, управлять ей приятно. И вообще вот эти переезды с одной трассы на другую всегда весело. Особенно, когда немного добавляешь газу. Ну как тебе, когда я еду быстро? Не очень. Понятно, значит штамп от Ли не получаем. Думаю, дело в том, что подвеска мягковата. Да, она немного плавает. Угу, согласен. Для меня еще нормально, но Ли, наверное, хотелось бы, чтобы подвеска была пожестче. Да, в поворотах чувствуешь, как машина чуть кренится. Так что в целом машина настроена больше на комфорт, чем на спортивность. Вот в повороте это особенно чувствуется. Теперь я понимаю, о чем говорила Лия. Интересный момент. Иногда двигатель реагирует с небольшой задержкой. Пока система переключает режимы. Я могу менять их вручную, но чаще машина сама решает, как ехать. Можно задать предпочтение больше электрики или гибрида, но в итоге все равно проще довериться электронике. Даже если едешь в режиме электромобиля и резко нажать на газ, он все равно переключится в гибридный режим, так что чаще всего просто даешь машине делать свое дело. На 100 км в час решили проверить систему помощи водителю. Включай ассистент. Посмотрим, как работает удержание в полосе. Можно активировать прямо с экрана. Так, подожди. Вот теперь включено. Да, раньше не было. Смотрим, насколько он нервный. Пока дорога ровная, держит полосу вполне уверенно. И держит дистанцию до впереди идущей машины. На экране появляется сообщение: руки на руле и следите за дорогой.
Не знаю, видно ли это на камеру, но система напоминает об этом довольно настойчиво. Контроль слепых зон здесь тоже есть. В зеркале загорается желтый треугольник, и реализовано это очень аккуратно и понятно. Обзор здесь тоже отличный. И назад, и по бокам все видно хорошо. В целом чувствуешь, что происходит вокруг машины. На скорость около 100 км в час, примерно 60 миль, шум ветра минимальный, но вот после 130 начинается уже типичная немецкая история. Когда ты немец, конечно, хочется ехать быстрее, но подвеска здесь мягкая. И машина сама не провоцирует на высокие скорости. Так что акцент у нее на комфорт, а не на спорт. Мы уже говорили про сиденья и материалы. Поверхность здесь мягкая и приятная, но боковая поддержка могла бы быть чуть комфортнее. Хочется, чтобы сиденье поддерживало мягче, не давило. Да и эргономика для высоких не идеальна. В городе это особенно ощущается. При переключении между газом и тормозом ноги приходится чуть сильнее тянуть. Так что, пожалуй, стоит чуть адаптировать под высоких европейцев. Впрочем, акцент на комфорте здесь понятен. Машина рассчитана не на гонки, а на спокойную плавную езду. В том числе на неровные дороги. И если вспомнить, что модель разработана для китайского рынка, там все логично. Ниже скорости, больше пробок, больше мягкости. А вот для Германии, где езда быстрее, чуть более жесткая подвеска пошла бы на пользу. Что касается климатической системы, тут она, как и в других BYD, немного ошибается по температуре. Выставляешь 22 градуса, а ощущается как половина от этого. Реально прохладней. Так что ставить чуть теплее, чем привык. Похожая история была, кстати, и в Tesla. Немного не совпадает калибровка температуры. Сейчас попробуем чуть быстрее. Вот уже 130 км в час, и шум ветра заметно усиливается. Сразу понятно, под такие скорости машина не настраивалась. А вот в городе она, наоборот, очень тихая. Позже покажем еще один городской отрезок, чтобы вы сами почувствовали разницу. И здесь как раз ощущается ее основной фокус. Город, семья, повседневные поездки. Забрать детей, проехать по делам, не тратя много денег и не гоняясь за динамикой. Подвеска мягкая, спокойная. И для такого формата все на своем месте. Главное, чтобы вы не были слишком высоким. Потому что если сесть прямо, видно, что есть машины, где посадка удобней. Ну и, конечно, главная фишка – запас хода. Сейчас едем на электротяге, пока батарея заряжена. Можно спокойно плыть по городу, экономя топливо. А когда заряд кончается, включается гибридный режим с бензиновым генератором. И именно он дает те самые до 1500 километров. Эта версия, кстати, старшая. Разгон до сотни 8,5 секунд. И именно она сочетает большую батарею и генератор. Интересная концепция, правда? Любопытно, что бы вы выбрали? Такой гибрид или чистый электромобиль? А теперь немного городской езды. Здесь можно ехать только на батарее. Или позволить системе самой решать, включать ли двигатель. Пока заряд есть, чистый электрорежим. И в городе, честно говоря, очень тихо. Даже на 18-дюймовых колесах подвеска остается комфортной. Подвеска... Да, вот как раз о ней хотел сказать. Она настроена в среднем ключе. И комфорт есть, и управляемость не страдает. Неровности ямы проходят мягко. Так что тут все вполне удачно. И рулевое управление приятное. Точное, с нормальным усилием. Не слишком легкое и не тяжелое. В целом очень сбалансировано.
А теперь к тому, что действительно стоит доработать. Вы уже, наверное, слышали часть моих заключений по электронике. И я уже отключил кучу систем, чтобы вас не сводили с ума постоянными сигналами на камеру. Но все равно оповещений слишком много. Некоторые функции можно вывести на горячие клавиши. Например, ограничение скорости, Лия вывела его вот сюда, проводишь вниз, появляется пункт SLW и можно быстро отключить. Удобно, но, честно говоря, нельзя же ожидать, что каждый водитель будет каждый раз все это вручную выключать. А система «Следите за дорогой», но она реально навязчивая. Плюс еще распознавание дорожных знаков. Если его включить, она каждый раз при новом знаке издает очень громкий сигнал. И отключается это глубоко в меню. Нужно реально поискать. Хорошо, что со мной Лия. Она помогает в дороге все это переключать. А вот звук поворотников немного старомодный, даже антикварный, я бы сказал. Похоже, слушал он слишком много Армина ван Бюрена. Я уже говорил про посадку за рулем, и вот в городе это чувствуется особенно. Сидишь высоко, почти упираешься в потолок, а колени приподняты. И снова та же история с педалями. На светофоре, когда переключаешься с тормоза на газ или обратно, нога иногда цепляется. Наверное, дело в том, что ступни просто слишком большие. Но, честно говоря, ощущение не самое безопасное. Так что если у вас короткая стопа, с машиной все будет отлично. А если обувь крупная, придется быть аккуратнее, места внизу немного. Зато в остальном по городу ехать приятно. Машина тихая, спокойная. И несмотря на размеры, управляется легко. Маневрировать и парковаться удобно. А камеры кругового обзора работают очень четко. Здесь все продумано. В целом BYD CL6 Touring оставляет интересное впечатление. Экстерьер современный, не кричащий, но и не скучный. В салоне места достаточно, но посадка и педали все же не для высоких. Для меня при моем росте сидеть и управлять не идеально. Зато ребята поменьше садились и сказали, что им все удобно. Так что все зависит от роста и посадки водителя. Качество материалов здесь действительно на высоте. То, что видишь и трогаешь, выглядит дорого и аккуратно. Единственное, что мне не понравилось, это запах в салоне. Он заметен, особенно в новой машине. Над этим, думаю, еще стоит поработать. А вот качество отделки и деталей, честно, впечатляет. Учитывая, что машина стоит своих денег более чем. Теперь про запас хода. Мы провели тест, когда работал только бензиновый двигатель на скорости 100-120 км в час по автобану и получили расход между 4,5 и 5,5 литров на 100 км. Если пересчитать на 65-литровый бак, то это примерно 1400 км и даже чуть больше, очень неплохо. В электрическом режиме при движении на батарее на невысоких скоростях расход составил 13-15 кВч на 100 км. То есть можно спокойно проехать около 100 км на электротяге, особенно в городе. Так что в реальных условиях эта система действительно дает до 1500 км хода. Примерно 900 миль. И это делает CL6 Touring прямым конкурентом Skoda Octavia на 2 литра TDI. И все это при цене от 40 до 46 тысяч евро. Точные цифры появятся в ближайшие дни, но уже понятно, что машина предлагает очень много за свои деньги. Хотя, конечно, не все идеально. Программное обеспечение еще требует доработки. На данный момент программное обеспечение пока не на том уровне, чтобы сказать «да, все идеально». Слишком много сигналов и напоминаний, и местами логика требует доработки. Но компания уверяет, что регулярно обновляет софт, и мы уже видели, как другие модели BYD, особенно после адаптации под немецкий рынок. А как вы думаете, есть ли у них шанс в Германии?
Мне кажется, предложение интересное. Детали еще нужно довести, но видно, что они над этим работают. И, возможно, уже через пару месяцев с новыми версиями софта машина станет еще более зрелой и доработанной. По цене уже конкурентоспособна, а по концепции запаса хода вообще одно из самых интересных решений сейчас. Если вам не нужен спортивный двигатель, а хочется экономичности и большого пробега, то это, пожалуй, очень разумный выбор. Вы бы выбрали такой гибрид или чистый электромобиль. И не забывайте, у нас есть другие обзоры BYD, можете посмотреть их дальше.